Привет, это канал Эльнур Трейд. Последние 3 недели не выходили новые видео, так как не имел свободного времени. Тогда чем же я занимался? Вот сейчас мы перейдем в мой телеграм-канал и все вам покажу. А в конце этого видео я добавлю небольшие отрывки торговых сессий, в которых я тестирую новые стратегии, а также провожу социальную торговлю как в общей группе, так и для индивидуального разгона. Итак, переходим в телеграм-канал, ссылка есть в описании к этому видео. Перейдя по ссылке, ты попадаешь на канал Переходник, и там будет актуальная ссылка для вступления. В этом видео я хочу вкратце затронуть тему турборазгонов. Что это такое и с чем его едят. Я заранее отфильтровал публикации с результатами турборазгонов, а также в отдельной таблице я внес все мои удачные, повторюсь, удачные турборазгоны. Потому что турборазгон это не только про прибыль в десятки раз, но и про полный слив в считанные секунды. На канале в поиске пишем индивидуальный турборазгон, здесь все публикации отмечены. Нажимаем самый первый и здесь можете вот пролистать, посмотреть все публикации. Я публикую баланс до 1350 и баланс после 2000. И вот смотрим, это все скопированные сделки. Они отмечаются вот такими вот значками. Это говорит о том, что сделки были скопированы у меня. Индивидуальный турборазгон, цель плюс 48%, риск минус 100, то есть слив депозита. Итог плюс 48 за 4 минуты. Давайте посмотрим следующий пост. Тот же разгон, продолжение. Здесь не видно, 3018 баланс. Риск минус 5%, фактически 0, так как в минус даже не опускались. Итог плюс 51% за 2 минуты. Я не все публикации буду показывать вам, вы можете сами их все пролистать. Быстренько сейчас пройдемся, некоторые посмотрим. Вот 277 стартовый, 358 итоговый. Смотрите, вот все плюсы. Минусы перекрываются плюсами. По времени смотрим 17-14, 17-15, 17-15, 17-15, 17-15, 17-15. То есть это не полчаса торговли. Это рекорд 81%, риск минус 100%, фактически риск 0. То есть закладывается риск 100%, но фактически получается 0, если не было ни одного минуса на старте. Итог 83% за 1 минуту, 10 сделок и только 2 минуса. Давайте следующий пример посмотрим. Вот 70 стартовый, 153. Дальше 130 стартовый, 207, за 3 минуты 60%. Следующий пост 153 начальный, 303. То есть это 100% за 40 секунд. Вот вам индивидуальный турборазгон, фактически риск нулевой, 4 плюса в ряд. Всего лишь 4 плюса. Давайте посмотрим. Вот первый плюс, второй, третий, четвертый. Все, буквально за 40 секунд. Следующий пост, посмотрим пример. Со 100 долларов 200 долларов. Еще один пост 124, 510. Сделали 312% за 5 минут. Посмотрим следующий пост. Меня хватит, Эльнур Бро, я забыл отключить копирование 2 сделки. Ага, вот человек случайно еще 2 плюса получил. После разгона забыл отключить копирование и в эфире получил плюс 1356 долларов. Буквально за 2 сделки. Следующий пост, начальный 75. 2 человека по 75. Вот здесь их отзывы в чате. Абсолютный рекорд, цель плюс 100%, риск минус 100%, фактически риск нулевой. Итог 7 плюс в ряд и плюс 457% за 1 минуту. Следующий пост. У меня таких абсолютных рекордов еще много будет впереди. 200%, это цель. Итог 625% за 1 минуту. Вот это новый абсолютный рекорд. Смотрим. Вот плюс, минус, плюс, 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 плюс. Вот такие вот суммы. 348 на балансе, стартовый 48. Посмотрим следующий пост. 206, 303. Следующий пост 76, стартовый 477. Сделали плюс 528% за 3 минуты. Могло быть еще больше. Следующий пост 48 стартовый, 225 итоговый за 2 минуты. 52 доллара стартовый, 322 итоговый за 1 минуту, 520%. Это очень много и это очень быстро. Индивидуальный турборазгон, предыдущий пост не актуален. Еще получается итоговый 1085%. Вот с 52 до 616. Дальше 686 стартовый баланс и вот 1986 итоговый, 148% за 1 минуту. Идем дальше. 21 доллар. Вот это вообще. Здесь шансов практически не было.
Почему? Потому что, ну, это очень маленький баланс. С этим балансом нет смысла цацкаться. Я просто поставил эту сумму всю на торговлю сразу, и там по антимартингейлу пошло-поехало. Потом, конечно, риски я уменьшал, и таким образом получилось 734. Хотел еще дальше идти, но не стал. И за 5 минут плюс 3400%. Но это еще не все, есть получше результат. Давайте посмотрим. Здесь у нас 1050 стартовый, 3080 итоговый, но это не сильный результат, тут хороший баланс. Следующий 3080 и 5380. Здесь не видно, просто обрезается. Зайдете на канале, все посмотрите, там все видно. Следующий 200 стартовый, 530 итоговый. Следующий 310 стартовый, 578 итоговый. 1 минута 86%. А вот следующий пост. Вот это самый лучший результат, который у меня был. Новый абсолютный рекорд. С 55 долларов 3650 долларов. Плюс 3600. За сколько? За 4 минуты. 6500%. В отдельной таблице, в Excel таблице я вам все это покажу. Дальше. 59 стартовый, 267 итоговый. Дальше. Индивидуальный турборазгон. Здесь это уже идет отзыв. Сами потом прочитаете. 55 стартовый, 202 итоговый. И так далее. Я не буду вам все сейчас показывать. 170, 317. Дальше вот несколько плюсов в ряд. Ну, в общем, все. Вот 134, 203. Смотрите, красивый ряд плюсов. Это я делал уже по АК-47 на интервале 5 секунд. Вернее, не на интервале, на время экспирации 5 секунд. Тоже очень много плюсов в ряд делал. Вот вам еще. Все, дальше я уже не стану комментировать. Здесь много постов. Баланс 1067 долларов уже пошел по другой схеме. Да, здесь пошел уже АК-47. Это еще опаснее, чем предыдущий метод. Но тем не менее, есть крутые результаты. 300 старт. Вот 2 человека сделал результат до 300. 100 долларов каждому за 1 минуту. Все, дальше сами зайдете, посмотрите. Теперь перейдем в таблицу Excel, я вам более подробнее там покажу. Открываем таблицу турборазгонов и смотрим статистику. Всего у меня больше 40 разгонов. В конце еще несколько человек не внес в таблицу. В первой колонке стартовые депозиты, во второй колонке итоговые депозиты, в третьей колонке профит в процентном соотношении к депозиту. И самое интересное, это последняя колонка, время, потраченное на турборазгон. Видите, да, 10 минут, 40 минут, 5 минут, 2 минуты, 8, 2, 4, 2, 1 и так далее. В среднем это 2-3 минуты, а абсолютный рекорд это 625% к депозиту за 1 минуту торговли, то есть с 21 доллара до 734 долларов, а также плюс 6538% к депозиту за 4 минуты. В этом случае с 55 долларов до 3651 доллар. Это я вам показывал уже в телеграм-канале. Можете самостоятельно еще раз перепроверить. Это невероятный результат, однако за этим стоит и другая сторона медали и психология. Во-первых, скажу, что здесь нет никакой определенной стратегии, здесь нет времени на индикаторов и ни на какой-либо анализ. Время экспирации 5 секунд на импульсах с перекрытием, нет времени думать. Пока будешь думать, пропустишь сделку. Нужно набить руку, чтобы так быстро торговать, но это и называют турборазгоном. Что не успеешь моргнуть, как на торговом балансе либо zero, либо плюс несколько сотен процентов. Стоит ли такой риск ради такого огромного профита? За мега короткое время. Думаю, да, по крайней мере можно испытать удачу. Можно ли назвать это стабильным заработком? Скорее всего нет. Теперь о том, для кого подойдет такая затея. Ответ: для всех. Да-да, для всех, но с маленькой ремарочкой. Для всех, кто готов с легкостью расстаться с выделенным бюджетом на турборазгон. Тем более, это не больно, 2-3 минуты и ты ничего не почувствуешь. Да, это тебе немедленный слив депозита на протяжении месяца, поэтому говорить, что был слив депозита, это не совсем корректно, ведь торговли как таковой и не было. А вот то, что ты заплатил за игру в лотерею, это куда адекватнее звучит. Ну хорошо, пошутили и идем дальше. Теперь ты знаешь, что такое турборазгон и знаешь, что подходит это не каждому. Поэтому я расскажу тебе о предстоящем нормальном разгоне депозита до 10, а возможно и до 20 тысяч долларов. На следующей неделе стартует такой разгон, набирается небольшая группа до 10 человек. Такой марафон будет длиться минимум 2 недели.
И в торговле будут использоваться несколько отобранных стратегий, которые показывали наилучшие результаты во время тестирования за последнюю неделю. А вот отрывки из тестовых стратегий ты посмотришь буквально через минуту, как я обещал в начале видео. Чтобы узнать подробности, скорее подписывайся на телеграм-канал, сразу пиши мне, что тебя интересует индивидуальный разгон депозита до 10 тысяч. Под каждой публикацией на канале есть ссылка на меня, не стесняйся, пиши, бронируй место. Вот и все, что я хотел рассказать в этом видео. Влепи мне за это лайк и смотри дальше подборку коротких видео. Итак, сегодня взял новую стратегию на тест. Первая сделка заходит очень хорошо. Здесь я использую MACD, скользящую среднюю и индикатор Williams. У нас последняя секунда и сделка заходит шикарно. По пунктам это 89 пунктов. Рассмотрим следующую ситуацию, в которой я зашел чуть раньше. Идеальнее всего было бы зайти на вот первой зеленой свече. Несколько секунд остается. Эта сделка заходит в плюс. По пунктам, как всегда говорю, это 20 пунктов. Немного, но тем не менее сделка хорошая. Это третья сделка. Здесь комментировать нечего. Сами все видите. 5 секунд до завершения. Идеальная сделка, как по мне. Пунктов здесь будет достаточно. 123 пункта. Открыл следующую сделку на 3 свечи на понижение. Больше всего здесь мне не нравится, как ведет себя Williams. Это быстро меняющий индикатор. Так, плюс, сейчас посмотрю по пунктам. 117 пунктов, это хороший результат. Вот вам такая ситуация. 7 секунд остается до закрытия. Эта ситуация, конечно, не идеальная. Могла закрыться в минус. Смотрим. Всего лишь 10 пунктов. Надо было просто раньше чуть-чуть заходить в нее. Эту сделку я решил открыть на откат. И она успешно заходит. 3 секунды остается. Это плюс. Будем искать дальше. Сейчас ситуации не так много, потому что уже 12 часов ночи. Опоздал немножко социальной торговлей. Здесь мы открыли на понижение. Видим, на последней секунде сделка заходит. Да, заходит в плюс, а я уже настраивался на перекрытие. У нас главное, что сделка зашла. Можем готовиться к следующей. Вот снова у нас похожая ситуация. Не дождался свечи, чтобы открыть на повышение. Мы перекрываем здесь на повышение. Ждем, как она отыграет. Хотя по правилу мы здесь должны были поставить на понижение, но так как импульсивная свеча, я все-таки рассчитываю на откат. И в случае, если все-таки прольется ниже, скорее всего, эту сделку я не буду перекрывать. Как видим, происходит успешный откат. Сделка закрывается в плюс в достаточно много пунктов, 66 пунктов. Неплохой результат, а мы продолжаем. Открыл сделку на понижение. Здесь неплохая ситуация. Не открывал ее раньше, ждал, чтобы свеча зашла, пересекла Кельтнер, и только после этого увидел, что есть откат на этой свече, и открыл на понижение. Здесь мы получаем 31 пункт. Неплохая сделка. И добавил на всякий случай для себя MACD, но особо никакой роли здесь он не играет. Как вам такая ситуация, когда свеча пробила все линии аллигатора? Если бы она закрылась где-нибудь здесь, я бы открыл на понижение, но в последние 5 секунд произошел резкий откат, и после чего по правилам данной стратегии я уже открыл на повышение. Ну и здесь мы получаем плюс, хоть небольшой в плане пунктов. Я уже буду повышать ставки, так как ситуации не так много. Цель у нас стоит, а еще пока первая цель не выполнена, $10. А нам надо сделать хотя бы $20. Вот вам ситуация, где я не дождался следующей свечи, открыл уже на повышение. Мне нужно было дождаться, когда она зайдет в зону аллигатора. И на этой ситуации я повторно открываю на повышение, то есть не на понижение, как это должно быть. Вот если бы в этой ситуации сейчас следующая свеча зашла бы вниз,
имею в виду закрылась бы, тогда перекрывал бы на понижение. Посмотрим, как отработает эта ситуация. Как я и говорил, получилось так, как и должно было быть. Нужно было заходить после этой красной свечи, которая заходит, пересекает эту белую линию. Результат 14 пунктов. И опять-таки на этой же валютной паре я открываю на откат. Достаточно неплохо заходит. У нас получается 17 пунктов. Первая цель на сегодняшний вечер уже сделана. Сейчас отпишусь в группе и продолжим дальше. А вот вам тот случай, когда я снова собирался перекрывать на повышение, но все-таки перекрываю на понижение. Опять-таки, если бы свеча закрылась где-нибудь вверху, я бы открывал на повышение. Видим, что данная свеча последняя опять-таки дает импульс вверх, но ожидаем все-таки закрытие в красную. Ждем еще чуть более 30 секунд и видим обратный импульс. Данная стратегия рассчитана максимум на 2 перекрытия. Пока что за этот вечер у меня было одно перекрытие, и это очень неплохой результат. Видим, да, что у нас очень хорошо закрывается сделка. Это у нас получается в 51 пункт. Еще раз повторю, что если бы свеча вот эта зеленая закрылась бы выше и не оставляла такую большую тень, мы бы перекрывали на повышение. Но так как произошел откат, я перекрыл на понижение. А в этой сделке у нас хоть и не было ярко выраженного тренда, красная свеча на последних секундах оставляет тень, и по правилам данной стратегии я открываю как раз на повышение. Здесь очень хорошо заходит, даже при этом видим, какая большая тень, 20 пунктов, плюс в копилку, и мы продолжаем. И вот неплохая ситуация, в которой я открыл на понижение. Давайте посмотрим на историю, чтобы понимать, как мы открываем. Вот зеленая свеча, мы открываем на понижение, получаем плюс. Вот здесь после зеленой открываем на понижение, получаем плюс. И вот третий момент, открываем на понижение и ждем, пару секунд осталось. И это тоже плюсовая сделка. У нас 34 пункта. Хотел на $5 сразу открыть, но открыл на $2, чтобы в случае чего вдруг в третий раз уже пойдет не в ту сторону, и надо будет перекрываться. Итак, до цели нам остается $3. Здесь я решил сыграть снова таки на откат. Сразу поставил сумму сделки $3, рискнул. И эта сделка заходит в минус. Я готовлюсь ее перекрывать. Ждем тогда, как отыграет эта сделка. Да, это уже пошла сделка не по стратегии аллигатора. Но тем не менее, я уже около часа сижу. Час ночи. Надо завершать как-то торговлю. Остается несколько секунд. 2, 1. И это было очень-очень рискованно. 1 пункт. В 1 пункт закрывается сделка. Да, я здесь воспользовался правом риска, что в первой сделке, что на перекрытии. Но самое главное, что сейчас сделка зашла в плюс, и мы сделали цель за сегодняшний вечер. Таким образом выглядит история сегодняшней торговли. Не могу ниже пролистать. Сколько мы видим плюсов? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 плюсов. 1, 2, 3, 4 минуса. Вроде бы это не все сделки. Здесь показывает 14. Но сейчас я вам покажу таблицу, в которую я внес все результаты.
Итак, я пользуюсь своей таблицей Money Management, в которой я вношу результаты. Всего получается 18 открытых сделок. Профит $20. Это была цель на сегодняшнюю социальную торговлю. Выделялось для этого $20. В минус даже не уходили. То есть у нас первый круг получился в 3 сделки. Вышли в профит. Ну и дальше уже с первой, потом перекрытие, и дальше уже пошли в плюс. То есть не было просадки вообще. Итоговый депозит получается 40, соответственно по проценту это 100% к депозиту. Вот так вот. Если бы у вас было на балансе, например, $200, и мы ставили бы по $10, у нас получилось бы, ну то есть процент от депозита мы ставим 5. Да, это много, но результат выходит неплохой. То есть 100% депозита, соответственно, было бы здесь у вас 400, да. Поэтому я это удаляю. Здесь у нас $20. Вот, собственно, сделки, как они выглядят, да. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 сделок с первого раза. 1, 2, 3, 4 сделки со второго раза. И одна сделка в начале, самая первая, она с третьего. Вот, собственно, и все. 2 перекрытия, вот это вот максимальное по этой стратегии. Выходит очень неплохо, можете пользоваться. А на этом пока что все. Сегодня тестирую новую стратегию. И эту стратегию я в данный момент применяю и тестирую на разгоне до 10 тысяч. У нас осталось буквально 2 сессии провести за сегодня, чтобы дойти до цели. Вот первая сделка. Очень красиво заходит в плюс. 10 секунд до завершения осталось. Планирую сделать около 5-7 сделок, пока не выполним цель на эту сессию. Вот вам плюс хороший. 135 пунктов. Следующая сделка также приносит уверенную прибыль. Можно было зайти на этой свече. Я перестраховался, зашел после следующей свечи, когда был откат в первые 5 секунд. У нас здесь получилось 90 пунктов. Здесь мне тоже очень понравилось. В первые несколько секунд был откат наверх резкий, и я сразу же открыл на понижение. Такая сделка у нас тоже уверенно закрывается в плюс. По пунктам это 55, очень неплохо. Идем дальше. И опять же видим, что свеча закрылась, хоть и полнотелая, в зоне Боллинджера. Ждем откат, открываем на повышение и получаем плюс. Я пропустил несколько ситуаций. Так, здесь 77 пунктов. До этого пропустил несколько ситуаций, когда свеча была полнотелая, а я ждал откат. Отката не было, свеча дальше пошла, и так пропустил 3 сделки. Успел зайти в конце. Что у нас получается? Опять полнотелая. Не было отката. Цена пошла выше. Я ждал на откат хотя бы в первую половину свечи. Был откат, когда оставалось 20 секунд, и я рискнул на откате зайти на повышение. Вот, ну, так не рекомендую делать, но я все-таки попробовал, дабы понять, что из этого выйдет. Получается 18 пунктов. Тоже неплохо. Хотел уже завершать социальную торговлю, а вместе с ней и тестирование этой стратегии, но увидел еще одну ситуацию, в которую рискнул зайти на маленьком откате. Сделка получается неуверенной. Видим, да, 11 пунктов. Тем не менее, плюс. И думаю, что на этом точно нужно остановиться. Получилось, по-моему, 6 плюсов в ряд. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Да, 6 плюсов в ряд. И на этом можно заканчивать торговлю. Позже буду продолжать ее тестировать самостоятельно. Также должен показать вам таблицу. Стартовый депозит на сегодняшний день у участника 8360. Цель была до 9000 сделать. Начинали мы с минимальной ставки $50, так как стратегия тестовая. Хотя для этого баланса минимальная ставка 250. То есть, если бы мы начали
ставить по 250 или хотя бы 200, то цель была бы уже давно выполнена. Сегодня продолжим, еще сделаем, скорее всего, последняя сессия будет, либо по новой стратегии, либо по этой же, либо по Келтнеру. Нужно добить результат, что у нас получается 6 плюсов в ряд, без перекрытий. Первая сделка на $50 ставил, дальше повышался, потом снова понижался, дабы было чем потом перекрывать из вот этого профита. Дальше увеличил по антимартингелу 2 сделки, и собственно вот получилось $660. Так, я ж не записал шестую сделку. Вот это шестая, да? Раз, два, три, четыре, пять. Шестая сделка. Там у нас получилось $87. Да. Забыл внести последнюю сумму. Итого $750. 6 сделок подряд. 9100, 9% к депозиту. Думаю, остальные $900 за следующую сессию не будет проблемой оформить. На этом все. Итак, мы начинаем дневную сессию по социальной торговле. Сейчас у нас цель $20. Выделяемый баланс для этого также $20, но я решил поделить $20 на 4 сделки по $5. Буду начинать с $5. Не буду использовать перекрытие. Посмотрим, что из этого получится, чтобы быстрее достичь результата. В данный момент меня копирует вот столько людей, около 20 человек. Ну, это всякий сброд, который подписывался. Не предупреждая меня, это всякие иностранцы. Также те, кто не состоят у меня в вип-группе. Ну что, начнем тогда торговлю. Открыл я первую сделку на повышение на небольшом откате, но потом произошел сильный откат. И вот ждем, пару секунд остается. Эта сделка заходит в минус. Первая сделка у нас минусовая. Был резкий откат назад, я не подождал еще пару секунд, сразу открыл сделку. Если бы я увидел откат еще ниже, подождал бы и открыл эту сделку чуть позже. Так, первая сделка у нас минусовая, у нас остается $15. Мы ищем следующую сделку. Следующая сделка выглядит таким образом. Также на маленьком откате открыл на повышение. У нас за линией Боллинджера всего 3 свечи. Несмотря на это, я все равно открыл эту сделку. Мы бы спокойно ее могли перекрыть, хотя бы x2, да? Но не делаем этого, потому что у нас всего 4 сделки, а первая у нас уже минусовая. Если бы мы в первой сделке получили плюс, а затем у нас был бы хотя бы один профит для того, чтобы в следующей сделке в случае минусовой перекрывать. Пока что у нас минус плюс, ищем следующую ситуацию. Открываю третью сделку фиксой на понижение после закрытия свечи в зоне Боллинджера. Также я понял, что неплохо помогает и MACD. Сначала я не сильно на нее обращал внимание, видим уже плюс. Здесь получается 54 пункта, очень-очень здорово. Смотрим, сколько свечей за зоной Боллинджера. Раз, два, три, четыре, пять, 6 свечей. Прекрасно. Ищем следующую сделку. Это была третья сделка. Это четвертая сделка. Смотрите, вот большая свеча, которая дошла до середины средней линии Боллинджера. Возможен хороший откат, да, и свеча может закрыться в зеленую. Но я посмотрел по движению свечи, смотрим, какая тут тень оставлена. И я все-таки открыл на понижение. Получается, здесь у нас 102 пункта. Ого, я думал меньше. Но это крутой результат. Четвертая сделка, 3 плюса и первый минус. Мы продолжаем. Это уже пятая сделка, которая тоже заходит неплохо в плюс. Чуть-чуть не по правилу зашел. Думаю, ничего страшного. Главное, что это плюс. 32 пункта. Раз, два, три, 4 плюса в ряд и первый минус. Всего 5 сделок. Пока что сделано 50% к депозиту. Мы продолжаем. Ну что, открыта шестая сделка на повышение. Смотрите, вот в этой ситуации я готовился открывать после отката, но свеча откатилась назад. Я пока решил не открывать эту сделку. Хотя можно было открыть, видите, следующая зеленая. Дальше, когда эта зеленая закрылась, произошел резкий откат. Я нажал на повышение, но хоть и не попал, в любом случае зеленая свеча, видите, какая
что у нас получается 60 пунктов. Это уже раз, два, три, четыре, пятый плюс подряд и первая сделка минусовая. Если у вас вдруг сделка не заходит, просто колдуйте. Давай вниз, давай вниз. В общем, шестой плюс в ряд, всего 7 сделок. Первая сделка минусовая, может быть поспешил, не знаю. Но все остальные 6 плюсов в ряд мы сейчас получили. Цель выполнена, просто красиво. Да, здесь пунктов немного, 9 пунктов. В любом случае, направление мы угадали. На откате зашли на понижение. Результат есть. Фиксой по $5. Не по $1, не по 2. Потому что это все затягивает. Увеличивается количество сделок. Соответственно, вам нужно произвести большее количество сделок, чтобы получить нужный вам профит в общей сложности. Таким образом, у вас просто конверсия плюсовых может уменьшаться. Поэтому я советую делить на 3, 4, 5 сделок ваш выделенный бюджет и торговать. Сейчас я оповещу в группе, что цель выполнена. Я думаю, все ребята уже заметили это. И покажу вам таблицу. Так, смотрим. Это у нас предыдущие сделки на разгоне до 10 тысяч. Дальше первая сделка минусовая. Минус 7 пунктов, вроде немного. Дальше все остальные плюс 23 пункта, плюс 54 пункта, то есть минус 4, 54, минус 102 пункта. На понижение 32 пункта, на повышение 59 пунктов и минус 9 пунктов на понижение. Вот такая красивая серия. 7, раз, 2, 3, 4, 5, 6 плюсов в ряд. И первая сделка минусовая. Что у нас по таблице? Мы пишем стартовый депозит, который мы выделяем на эту стратегию. Минимальная ставка $5, соответственно 25% от депозита. Итоговый депозит $42. Вот мы сделали 22. Первая сделка минусовая и остальные профит 4.15, 4.60 и так далее. Всего 7 сделок. Процент к депозиту сделали 110%. Это очень-очень крутой результат. Так, у нас оставалась одна сделка до цели. Я написал такой пост. Все посливались. Вот, и все отписались, что вот по $17-18. Давайте еще напишем. Цель выполнена. Пишем свои результаты. Давайте подождем, кто что напишет. Никуда не спешим. Пока что-то медленно. Так, а вот они все и побежали. Плюс 22, плюс 18 Алексей. Это тот, у кого меньше $22, значит он позже присоединился. Это нормально. Я начал торговлю 30 минут назад. В принципе, торговля длилась 30 минут. Это неплохо. Плюс 18, плюс 22. Аким плюс 22. Вазамат плюс 18. Ольга плюс 22. Кто еще? Шакир плюс 22. В принципе, у всех плюс 22. Мне просто интересно, кто позже зашел, у кого там меньше. Моника также плюс 22. Для Моники это копейки, если кто понимает. Павел Цветков плюс 22. Андрей плюс 22. Слушайте, мне дневная сессия это очень понравилась. Сначала на разгоне до 10к. Все плюсы в ряд, 6 плюсов в ряд. Потом здесь 6 плюсов в ряд после первого минуса. В принципе, результаты всем понятны. И дождемся, чтобы все отписались, кто был подключен на социальную торговлю. Еще раз пройдусь, посмотрю, кто. Степан плюс 22, Евгеша плюс 22, Алексей плюс 22, Дибазон плюс 22, Дмитрий плюс 22, КК плюс 22, Ольга плюс 22, Азамат только на одну сделку позже присоединился, 18, Аким плюс 18, Шакир плюс 22, Моника плюс 22, Андрей плюс 22, Павел плюс 22, Амар плюс 22, Татьяна плюс 22. Так что тут 15 комментариев только, было больше людей. Раз никто не пишет, может быть позже напишут. На этом социальная торговля
Дневная сессия закончена. Еще одну сессию я проведу вечером. Возможно, две, если у меня будет времени. А для всех я напоминаю, что социальная торговля у меня проходит регулярно по субботам и воскресеньям. Поэтому присоединяйтесь в VIP-канал и торгуйте вместе с нами. Или просто подключайтесь к социальной торговле, получайте свои там $20 к торговому балансу. А по будням у нас эфиры по московскому времени в 8 часов вечера.